Тебя видно, если только так. Привет. Привет, друзья! Сегодня выходной день, и мы специально взяли лодку, приехали в село Винновка Самарской области для того, чтобы посетить монастырь и осмотреть места с воды. И сегодня у нас необычный формат. Мы будем вспоминать и показывать вам сюжеты, которые остались у нас в архиве. Первый такой сюжет – это наш водный поход «Малая Рязань-Самара». Итак, друзья, мы снарядили лодку. Как обычно, 300 килограмм, может быть, чуть больше. У нас на лодке появилась обновка, козырек, который защищает наши вещи. Сейчас у нас впереди по курсу Самара. Мы направляемся из Малой Рязани до Самары, ищем стоянку, ночуем и утром возвращаемся обратно. Еще в районе что-то там 25-30 километров. Большую часть прошли. Вышли очень, конечно, поздно. Ну, по обстоятельствам. Работа, пробки, ну и все остальное. Нет. Здесь релаксирую. Тебя видно, если только так. Привет. Сижу, релаксирую. Итак, друзья, мы видим ночную Самару. Смотрите, какая луна, огни. Самара прямо у нас на ладонях. Два чудика ночью смотрят Самару. Их цель достигнута. Наконец-то мы в прошлый раз, когда снимали ролик 300 килограмм Тольятти-Самара, ночью, да, не смогли выкатиться сюда. Потом все время про это думали. И теперь, наконец-то,
Во второй части нашего путешествия Самара, Малая Рязань мы наконец-то это видим. Вот болтаемся посередине тут реки и смотрим на огни. Самара, привет от Тольятти. Нам было просто очень интересно посмотреть это с водой. Ребята, козырек – это очень хорошее дело. Действительно помогает от ветра. Спрятался сюда, сидишь здесь, вообще тепло. И сколько у нас сейчас времени? 11:30 ночи, а мы готовим. Вот чудики, а. Короче, по-быстрому. Значит, любовь тут готовится. Захотели картошку? Плыли и Плыли. проголодались. Поставили палатку. Рядом у нас лодка стоит. Все это так выглядит. Мы это сделали, и нам это понравилось. А еще вообще мы сейчас ночуем напротив того места, которое вот у нас прям напротив. Где мы ночевали первый раз здесь, в ролике 300 килограмм. Прямо напротив. Но там сейчас люди. Там стоит 2 лодки. Это место занято. За прибытие. За ночные приключения. Освоили, да. Ночное плавание, так сказать. Хождение по воде. У нас новый навык. Спишь? А тут утро приключилось. Чистая, прозрачная. Смотрите, там место, где мы ночевали в прошлый раз, когда снимали ролик 300 килограмм. Сейчас там тоже люди, тоже ночуют.
нашем канале есть ролик 300 килограмм, где мы путешествовали из Тольятти в Самару. Плыли на нашем комплекте лодка «Адмирал» 3,5 и мотор «Тахацу» 9,8. Наша лодка была нагружена примерно 300 килограмм. Мы прошли 60 километров и ночевали на противоположном берегу от места нашей сегодняшней стоянки. А сегодня мы продолжим наше путешествие из Самары в сторону Малой Рязани и Переволок. Мы посмотрим новые места. Количество вещей вы можете оценить чисто визуально. Мы сейчас производим сборы. Здесь у нас все вещи, спальники, одеялки, наша одежда. Здесь у нас для кухни приспособления. Сейчас мы будем готовить завтрак. С той стороны у нас палатка, которую тоже нужно будет собрать. И все это мы складываем в наш новый козырек. Солнце двигается, двигаемся и мы вместе с нашим столом. И продолжаем готовить. Сегодня. Сейчас будут помидорчики, зелень и сырок.
так тогда вдоль. Давай пройдем Роснефти. Обходи его справа, тот катер синий. Справа обойди. А здесь, оказывается, очередь. Мы впервые заправляемся на заправке с воды. Как раз в прошлый раз, в прошлом ролике мы на нее-то и не попали, когда нам не хватило 1 литра. Да, и тут, оказывается, очередь, вот лодки стоят, и мы вот за вот этой лодкой. Так, впервые заправляемся вот на такой заправке, плавучей, еще до этого ни разу так не делали. Оп. Всё, Заправка отцепляемся. прошла успешно. Когда подходите к заправке, обязательно нужно заправляться в сертифицированный бак, потому что в обычные канистры не заправляют. Ну и плюс старайтесь подходить, если вы на резиновой лодке, то ближе к берегу, там меньше Болтает. болтает. Так, как? Остановились отдохнуть и заметили часовню в горах.
хороший тенек, заплыли в Винновку. Женя будет сейчас снимать виды красивые из квадра, а я буду вот в приятном, уютном месте готовить нам бутерброды. Приятное с полезным совмещаем. В общем, пока я летал, Любовь мне приготовила кофе, а сама, между прочим, ушла с соседями. Приплыла лодка, и люди пошли смотреть монастырь. И она ушла с ними. Ну как там? Так красиво. Да? Да. Здорово. Сидишь в приятном месте. В цветах. Красивая травка. Вода. Тенечек. И пару лягушек. Классные лягушки. Ныряют неожиданно.
Кушай. Друзья, мы не зря утеплились. А почему? Потому что наша следующая остановка – это пещера Степана Разина. Самая настоящая пещера. Координаты здесь. Вы можете посмотреть подробно об этой пещере в нашем предыдущем ролике, который так и называется «Пещера Степана Разина». Ссылка будет в описании. А сейчас мы просто туда заглянем и немного вам покажем. Здесь очень низкий вход. Нужно только гуськом. Над головой скалы. Здесь можно уже в полный рост. Здесь пачки соли, потому что здесь местные рыбаки хранят рыбу. В общем, они используют ее как хранилище. И здесь так прохладненько, можно охладиться в самый жаркий день. Да, мы для этого утеплились немножко. В общем, ищите эту пещеру по координатам. Побывайте, посмотрите. Очень интересно. Это самообразование. То есть ее никто не рыл. Она образовалась сама. Так называемым, по-моему, карстовым способом, да? Да. И вот такой выход у нее. Я думаю, вам будет интересно. Опа. Чик-чик. Чик. Даже гуськом надо голову опускать. Беречь. Да. И вот она, лодка. То есть совсем близко. Вот и прибыли. Привет, друзья! Сегодня выходной день, и мы специально взяли лодку, приехали в село Винновка Самарской области для того, чтобы посетить монастырь и осмотреть места с воды. По дороге в Винновку, проезжая через Осиновку, мы заметили старое строение, похожее на церковь либо часовню. И заметили, что здесь есть родник, прям недалеко от дороги. Здесь. Смотри, смотри, птичек сколько. Родник святого Иоанна Крестителя. Угу. Смотри, прям красивое такое. Все чинно, закрыто. О, Здесь камера.
Здесь пахнет ладаном. Попробовала воду? Бери его на руки уже. Это нам не даст снять. Сейчас, секунду. Давай. А этот храм сохранился. Здесь колокольня была очень высокая. Вот храм еще есть вот Иоанн Креститель, вот маленький предельчик. И он был построен позже. И связано это было каким-то чудом. Говорят, что было Пугачевское восстание, и Пугачев обошел стороной это село, потому что местные жители пошли на встречу крестным ходом с иконой Иоанна Крестителя. Но это вот такое предание доброе. И он его стороной обошел, и в честь него, в честь этого чуда построили предел. И вот поэтому новый храм местные жители, когда было собрание еще в 1999 году, думали, как назвать приход, в честь кого. Кто-то предлагал Николая Чудотворца. Но так как храм Николая Чудотворца очень много у нас в Самарской области, а Иоанна Крестителя очень мало, решили назвать приход в честь Иоанна Крестителя. Ну, храм в очень ветхом состоянии находится, даже не из-за того, что он разрушенный и пострадал, а от того, что кирпич в очень плохом состоянии, качество кирпича, видать, кирпич был местный, вот, и приезжали их экспертизы еще в 2006 году и сделали заключение, что храм восстановлению не подлежит. Вот. И владыка не благословил его восстанавливать, митрополит Сергий сказал строить новый храм. Здесь даже камни отличаются. Ого. Вон, как бы вам сказать, если я буду странно двигаться, то есть этому причина. Здесь только икон. Поэтому иконы. И люди приходят сюда молятся. Ну, их так много. Ему нравится. У него там моторчик завелся. Садись, посмотришь моими глазами. Угу. Да? Ну да. Классно. Сейчас мы здесь пойдем по воде. Мы решили сходить на Вислый камень. Здесь в монастыре даже где-то разводят рыбу. Пойдем искать. Ну как бы не здесь, вот смотри, что-то такое, да? Похожее. Ну да. Запах. И народ, кстати, сюда идет, смотри. А, да, точно. А такой стиль, знаешь, какой-то вот, ну, то ли европейский, то ли, да? Строений. Тебе не показалось? Так, вот куда-то народ идет. Что это такое? Рыбные ловушки. Я даже не могу сказать. Я не специалист. Ой, действительно там что-то есть, смотри. Воу!
Ничего себе. Действительно стерлядь. А ее куда выпускают? В Волгу? Ого, как много. Это просто огромное количество тут. Прикольно. Такого не видел. Ну да, там еще есть, да. Здесь, на территории монастыря, выращивают разного сорта виноград. Да, потому что тут же есть зеленый. Мы не знаем сорт. Очень похожий на Изабелла. И А тут здесь же другого цвета. есть еще и крупный. другой. Крупный. А здесь тоже другой. И здесь какой-то совершенно другой. В общем, оп, Винограда очень много. целый виноградник. Это, конечно, немного, но он очень разнообразный. Большой урожай на этих кустах. Все, пошли уже на воду. Наконец-то! Друзья, грандиозное событие. Мы встретили подписчиков. Подписчиков, которые шли по Волге со своим походом из Самары в Мордово с ночевкой, остановились в Винновке и увидели нас. Знакомимся. Это Наташа. Привет. Привет. Константин. Очень приятно. И с этими ребятами сейчас, поскольку мы прибыли специально сюда, в Винновку, прогуляться по Волге, именно с ними мы прогуляемся к цели нашего путешествия. Это Вислый камень. Они сами его не видели, мы его еще не видели, и мы туда пойдем вместе. Вперед! Так, капитан Любовь полностью выполняет все действия самостоятельно на своем судне. И мотор, в воду. О, смотри. Вот следующее на таком пойдем. Газ убирай чуть-чуть. Газ убери. Ага, держи, держи. Отлично.
Долго ли, коротко, передвигаясь по Волге, мы прибыли на Вислый камень. Вот так он выглядит. Местечко здесь прекрасное, вы все увидели на съемках. Просто прекрасные для отдыха места. Ну и я предлагаю посмотреть катер ребят, Кости и Наташи, на чем они передвигаются. Это первый катер подписчиков. В общем, они открывают вот эту серию катера подписчиков. Итак, катер называется «Мурка». Костя и Наташа, вам слово. Да. Амур модификация. Переделанный со стационара на подвесной мотор. Вот. Купили мы его в декабре этого года, и это у нас первая навигация. Из каких критериев мы его выбирали? Вот. Нам нужен был мореходный и вместительный катер. И обязательное требование было это трансформация салона под спальное место. Зацените грузоподъемность. Ага, здесь отсек, да? Да. Дровишки. Откуда дровишки? Дровишки покупные. Из магазина вестимо? Да, магазин. У нас вот печка, уголь. Ага, вот тут смотрите. Что тут у нас есть? Да, все, Отлично, угодно, да. Ну, отличный носовой отсек. О, ура, смотрите, что в катер идет. Кормовой отсек. Это кормовой отсек, он просто огромен. Сюда Ну да. люди помещаются при необходимости. Так. Ну, клево, я тебе скажу. Вот покупали мы его исключительно из-за того, Тебе понравится. что здесь у нас ложится надувной матрас 197 на 140, получается спальное место. Да, отлично. Ровная площадка. Да, ровная площадка, сиденья туда задвигаются. Сиденья подальше. задвигаются, да. Получается ровная площадка. Вот мы сегодня здесь спали. Плюс вот этот рундук. Угу. То есть не сообщающий, он отдельный. Да, он отдельный. И плюс под рундуки под каждым сиденьем еще. А, вот так вот. Да, Отлично. то есть можно сказать, что Нет, два. тут можно себе вообще ни в чем не отказывать по грузоподъемности. Ну еще маленький сейф тут такой есть. Капитанский. Да, для всего. Вот, ходит он под Тахацу. Сколько лошадей это у него? 90 лошадей. 90 лошадей. Какая у него скорость получается? Ну, скорость где-то, наверное, 58, наверное, максимальная. Отлично. Как на волнах себя ведет, прыгает? Она вообще исключительно идет, то есть 6 метров длины. Как раз для волжской волны абсолютно Отлично. норм. То есть, ребята, у вас есть все шансы сходить куда-нибудь на дальняк, прям такой Да, и серьезный. плюс тент нам достался вот ростовой, то есть полностью Да, можно тент. ходить весь. Сколько топлива употребляет мотор? Ну, мотор двухтактный. Двушка, на, да? На максимале, да, Мгм. 35 литров в час. В час! В час 35 литров. Ну, в среднем вот мы ходим 3600, 3800 оборотов, это где-то 20 литров. Это бензин, а масло? Ну, масло И масло тоже двухтактное, соответствующее, да? То есть мотор с автомиксом. Здесь два бака по 50 литров. Вот 100 литров на борт. И ну, вот мы до Мордовии, наверное, литров 40 сожгли. Обалдеть. А что говорить? 9,9, 9,8 тоже различные по буквально, да, лишние там 2 литра даже уже плюсом. А когда дальняк идешь, еще уже прям существенно прибавляется. Мы это тоже заметили. Вот на 9,8 мы шли гораздо экономичней получилось бы. Да, здесь я оценил. Да, можно матрас уложить. Поэтому не видишь шорт.
Так, в честь нашего общего знакомства ребята нас решили угостить своим вкусным блюдом. Вкусного блюда на костре в походных условиях. В походных условиях. Смотрите, какая у них печка. Кость сам варил, да? После вашего ролика, я так понимаю, амуры сильно подрастут в цене. Ну, здорово. Ты слышала, как нас нашли? А мне Костя сказал, смотри, вот если есть желание путешествовать, нужна лишь только надувнушка и желание, и все. Это точно. Они взяли, шагнули дальше, еще. Но у ребят тоже есть надувнушка. Они, да, ходят и на надувнушке, тоже на ПВХ. Да, у нас Самарская область позволяет, у нас хорошие места. Горы, вода, есть туристические тропы и маршруты на воде, естественно. То есть есть даже можно организовать вот дальняк, как мы были, Свияжск сходить, то есть 400 километров туда, да, вот можно пройти, в следующий раз мы пойдем там в Тольятти, Саратов, повезем Наталью домой, повезем, потому что на родину, потому что Наташа из Саратова. В общем, что, мы запланировали просто вперед на следующее лето, вот такой возможный поход. Сходим. Наташа обещала нам экскурсию. По Саратову? Слушайте, ну ничего нет вот более мотивирующего, чем публичные объявления Да. о обещаниях. Теперь придется сдержаться. Кстати, у меня такое ощущение, что мы с вами не сегодня познакомились, а уже давно. А в прошлый раз на бот-шоу. Да, точно. Повеселее. Кстати, да, это сейчас была шутка, но это не шутка. На самом деле, ребят, первый раз мы увидели на бот-шоу, потому что они нас узнали, тоже сказали, говорит, мы вас видели. Абсолютно нейтральных локациях. Наташа молодец, как у нас сегодня получилось? Мы приехали в Винновку смотреть монастырь. Пока мы стояли там, думали, осматривали, к нам подходит Наташа. Мы не знали, что она еще Наташа, но она была похожа на Наташу. И говорит, мы вас смотрим, здравствуйте. И все. Начался такой позитивный разговор. И она сказала, там, на катере, внизу сидит Костя. Это мой муж. Мы в Винку заехали за помидорами. Там очень вкусные помидоры. Вы только за помидорами зашли? Ну, мы Да? там второй раз, мы первый раз Вчера там были, когда... погуляли. Дошли до креста, на гору. Вы ходили сегодня? Нет, мы не успели. А мы походили, все там. И купили помидоры, и мы их практически все 2 килограмма съели, пока ночевали. Вот так вкусно нам зашло. Используем мы всегда в походах вот такую горелку, именно вот с таким спутником, потому что у него КПД отдачи очень большой, и он защищает от ветра. То есть нет... Да, задуваний, защита, от ветра, да. да, и полная отдача тепла. Понятно. Больше другие горелки, сколько у нас их было. Именно рафер, как я Нет, понимаю. не именно рафер, А, это так. просто он так называется. Он может быть любой, следопыт, рафер, что-то еще. Просто такого типа. Мгм. Ну а также на бот-шоу мы приобрели солнечную панель Ватика, которую всегда мы возим с собой. Сейчас мы им покажем ребятам. Она у нас трехсекционная. 3 секции. В общем, какая у нее мощность? У нее мощность обычной зарядки 2 ампера. То есть это прям получается достаточно хорошая мощность. При хорошем солнце вот эта панель показывает 1,9, 1,8, то есть больше 1,5 ампер. Вот. При тусклом, естественно, солнце какое-то пасмурное, да, оно показывает 300 и 500 может показать. Но в хороший солнечный день, обычный нормальный солнечный день, он на выходе покажет от 1,5 до 2 ампер, что является полноценной зарядкой для телефона. Ставишь, если даже небольшой дождь, то ничего не затекет. Ребята делали краш-тест, они нам прислали с этой фирмы краш-тест, они их рубили топором, ездили на них на машине, в общем, показывали, насколько она прочная. У них есть двухсекционная, но мы рекомендуем взять все-таки трехсекционная. Она больше дает энергии при солнце, ну, естественно. Запас. Уверенно тогда держит вот эти вот 2 от 1,5 ампер. Яблочный – это основа для будущего вкусного вина, который у вас в желудке дойдет уже. Наташа нас решила угостить своим фирменным чаем, в котором очень много всего. И вот еще не хватает 2 ингредиентов. И еще немножко. Не, вы зацените, ребята, вот это. Красота прям.
Это зелье. Да вот, я говорю. Есть такой мультик, знаешь, про чай. Дружелюбное Да, да. Есть такой мультик про чай. Я думаю, что мы сейчас тут заряд бодрости хороший получим. Клёвский. природе вообще шикарный чай. Ребята, встречайтесь. Ходите походы вместе. Смотрите, как это здорово. Ребята, подписчики, друзья, объединяемся. Прикатываем на лодках, байдарках. Все мы становимся частью команды «Навигатор». Потому что нас объединяет что-то общее. А что? Это путешествие и желание ходить в походы. Вот наш стол. Ребята приготовили картошку с мясом. Они сказали, мы вас не отпустим, пока вы это не попробуете. Конечно, на чудо-печке-то. Что-то печки, да? Целенаправленным огнем. Это мое? Да все равно садитесь. Ну все, прощаемся мы с ребятами, но, как мы определили, совершенно ненадолго. Теперь мы будем встречаться на воде. Было очень приятно с вами пообщаться, познакомиться. И обязательно заходите к нам в команду. Они уже в команде. Уже в команде. Молодцы, ребята. Вам спасибо от всей души. Мы отлично провели время. Спасибо за время. Давайте, ребята. За новые знакомства. Да. Очень Покажи. приятные. До свидания. Будем на связи. Все, вы на связи, мы на связи. Мы с вами встретились. Мы очень рады. Все, помчались. Все, давайте, пока. Ребята в Самару, а мы назад в Винновку, а из Винновки в Тольятти. В общем, вперед! Так, никто не поверит, но рыжий кот нашелся даже для нас в Винновке. Привет! Скажи такое.